Доброго времени суток, друзья! Вы на канале Дивный творческий мир, а я сегодня буду делать панно из сухоцветов с цветком из джута. Давайте приступать. Для начала берем гофрокартон, мне нужно вырезать круглую заготовку. Я обвела тарелку и все это вырезаю. Это будет основа для моего панно. Наношу на эту заготовку полимерный клей и все оклеиваем обоями, чтобы задняя часть панно прилично выглядела. Теперь мне нужно сделать петельку, чтобы был подвес, чтобы я могла повесить на стену свое панно. Для этого подрезаю обои, добавляю туда побольше клея, вставляю петелечку из джута и прижимаю снова обоями. И все выглядит аккуратненько. Далее обрезаю лишние кусочки обоев, оставляю припуск примерно 2 см по кругу и делаем надрезы, чтобы сделать подгиб. После того, как надрезы сделаны, наносим полимерный клей по контуру и подгибаем эти краешки. Для дальнейшей работы понадобится любой цветной картон или плотная бумага для акварели. У меня цветная бумага размера А4 листы, я вам уже показывала, я часто использую ее для своих картин и панно. Вырезаю кусочек и приклеиваю на полимерный клей. Темно-зеленый цвет у меня. И не переживайте, что вот кусочки остались, кое-какие фрагменты по бокам не приклеены. Я обрезаю все лишние уголочки с бумаги, плотненько все прижимаем, чтобы не осталось пузырьков. И оставшимися обрезанными уголками я еще немного заклею пустоты. Но это не принципиально, это не будет никому видно. Главное, чтобы была видна серединка этого панно. Потом вы все поймете. После того, как приклеили бумагу, я беру тарелочку небольшого диаметра и обвожу ее по центру своего панно. Это будет ориентир, как мне приклеивать колоски. Вот такие замечательные колосочки я насобирала на поле. Смотрите, какие они красивые. Наверное, кто-то, может быть, и не обратил бы на них внимания, но я их очень часто собираю, буквально каждый год, и использую в своих работах. А теперь я беру горячий клей, термоклей. И как раз таки ориентир у меня будет тот самый контур, который я обводила вот меньшего диаметра тарелочку. И плотно прижимая друг к другу, приклеиваю колосочки по кругу, пока не закрою полностью все панно. Единственное, я обламываю колосочки так, чтобы они были по росту все одинаковые, чтобы край моего панно был абсолютно ровный, потому что колоски большего, меньшего размера. Все время примеряйте каждый следующий колосок к предыдущему, чтобы все было ровненько. И все заклеиваем по кругу. Кончики потом, которые смотрят в серединку лишние, мы подрежем маникюрными ножничками. Точно так же можно сделать раму для зеркала. У меня просто нет зеркала подходящего размера, чтобы вам показать. Но я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Вот я сейчас закончу это все сделать, основу. И в серединку останется лишь приклеить круглое зеркало. Смотреться будет просто замечательно, поверьте. Либо сделать панно так, как я. Вот я все приклеила, обрезала лишние краешки колосков, которые были в серединке. Беру достаточно толстый джутовый канат и приклеиваю его по кругу на термоклей. Как всегда, краешки аккуратненько обрезаем под углом 45 градусов, все аккуратненько подклеиваем, и тогда стыка почти не будет видно. И вот заметьте, посмотрите, это уже готовая рама для зеркала в эко-стиле. Поэтому имейте в виду, может быть, кто-то захочет сделать именно зеркало. А я продолжаю делать свое панно. Беру свои заготовленные сухоцветы, вот я уже приступила, приклеиваю белоголовник, как его называют в народе, а по-научному это тысячелистник, замечательное лекарственное растение, которое в букетах и композициях, на мой взгляд, просто незаменимо. Далее приклеиваю желтый, красивый, невероятно, мне кажется, красивый бессмертник. Его я покупаю на рынке, у нас есть ценной рынок, и там есть пару рядов, где бабушки торгуют разными лекарственными травами. Потому что я не знаю, у нас он нигде не растет, я не встречала. Поэтому этот желтый тысячелистник я прям вот маленькими пучочками покупаю на этом рынке. Еще добавлю сюда 3 пшеничных колоска для общей композиции. Плюс у меня есть, вот вы видите, у меня в руках такие небольшие соцветия зонтичные, это соцветия петрушки. Еще добавлю вот эти красивые зеленые такие коробочки аквилегии. Я уже использовала ее, кто смотрит мои видео, наверняка уже видел это растение в моих работах. И получается, мы делаем такой букетик. Веточки внизу и вверху вот именно все цветочки. Получается, у меня в центре моего панно будет такой букет из сухоцветов.
Вот, видите, у меня в моей вазочке в сове стоят вот эти сухоцветы. Это и есть тот самый желтый бессмертник. Мне кажется, очень красивое растение. Еще от прошлых работ у меня остался цветочек из джута и один листик. И я думаю, вот эти маковые коробочки вы тоже помните, я использовала их в своем недавнем панно. У меня остались уже готовые окрашенные коробочки, конечно, я их тоже использую. Вклеиваю цветочек из джута, верхнюю часть слева. Еще есть вот такие 3 окрашенные коробочки сухоцветов, я их тоже использую. Но должна вам сказать, что в итоге в конце, когда буду показывать готовую работу, я покажу вам 2 варианта. Вот с этими красными соцветиями окрашенными. И здесь я использую зеленые коробочки мака окрашенные. И второй вариант вы увидите в итоге, там будет без вот этих красных соцветий. И я добавлю розовые коробочки маковые. Это панно будет в более нежном таком цвете, в более нежном стиле. Поэтому тут уже смотрите сами, как вам нравится, в какой цветовой гамме больше. Просто решила вам показать разные варианты. В конце вы все увидите. А пока я продолжаю собирать свой букетик. Вот он уже фактически наполнен. Приклеиваю джутовый листик. И спасибо вам, что вы всегда подсказываете мне, как называются растения, которые я не знаю. Вот эти серебристые пушистые листики, которыми я закрываю низ своего букетика, называются чистец. Мне подсказали мои дорогие подписчики, теперь я это тоже знаю. Спасибо вам огромное. И вот фактически уже мой букет почти готов. Быстро, бюджетно, без всяких лишних затрат можно сделать красивое зеркало в эко-стиле или вот такое интересное панно, причем в разных цветовых гаммах. Надеюсь, вам будет полезен этот мастер-класс. А на сегодня я с вами прощаюсь. Всего вам самого доброго и, как всегда, творческих успехов и побольше рукоделия в вашей жизни. Пока-пока!